Добро пожаловать на 12-ю сессию Ламрима. И мы говорили о том, какое место занимает сострадание в 5 шагах к достижению видения Бодхисаттвы и Бодхичитты. Мы дошли до 5-го шага сострадания, и мы приостанавливаемся здесь, чтобы отметить, что сострадание подобно сердцевине пропеллера. Остальные из 7 шагов вертятся вокруг сострадания. Так или иначе, сострадание лежит в основе прекрасного чувства любви и осознания, что все люди были моими матерями, размышления о том, что они сделали, мысли о том, как воздать им. Так или иначе, на сострадании сосредоточен все 7 шагов обретения бодхичитты в системе Атиши, лорда Атиши. И мы продолжим рассуждать на эту тему. И в самом начале мы прочитаем цитату мастера Чандракирти, то есть Пабонка Ринпоче приводит цитату мастера Чандракирти. Я работал над замечательным комментарием Джетсон Капы к этой книге Чандракирти, которая называется «Вступая на срединный путь», а книга Цумпаки называется «Донпарапаксал», что означает разъяснение или освещение истинной мысли Чандракирти. Итак, чтобы перейти к этой теме, давайте поговорим об особом видении, которое пережил Джетсон Капа. Вот картинка, рассказывающая об этом. Я составил длинное жизнеописание Цонкапы, это заняло мне много лет, и этот эпизод заслужит особого внимания. Это 1397 год. Вы видите Джетсон Капу, сидящим в самом низу в желтой робе. Он проживает определенное видение. Думаю, если я определил даты правильно, то это осень, 1397 год, и Джетсон Капа погружается в это потрясающее видение, когда перед ним предстают все великие учителя идеи пустоты за всю историю, главные учителя. Вверху вы можете видеть Нагарджуну, затем Буддапалиту, который написал комментарий к Нагарджуне, затем, вероятно, Бхававеку, который жаловался на комментарий Буддапалиты, и далее Чандракирти, который пожаловался Бхававеке за презентацию, за претензию по поводу комментария Буддапалиты. Так что перед вами предстанут все великие учителя, линии передачи учения о пустоте во время этого видения. И традиционно говорят, что именно тогда Джетсон Капа увидел пустоту напрямую. В связи с этим меня часто спрашивают, был ли Джетсон Капа Арией, и есть единственное упоминание об этом в эпизоде, о котором мы говорим в комментариях к этой части его жизни, этому моменту в его жизни, который с этим связан. Очевидно, он увидел Буддапалиту, начертанную на небе или что-то в этом роде. И затем говорится, что в этот период у него было восприятие пустоты напрямую. Таково предание. Вот и я подумал, поскольку Пабонка Ринпоче собирается объяснить роль сострадания, обращаясь к знаменитой книге Чандракирти «Вступая на срединный путь», почему бы нам не прибегнуть к комментарию Цонкапы к этому стиху, учитывая то, что я работаю над этим комментарием около 7 лет, и он очень классный. Итак, поехали. Славный Чандракирти, когда он только начинал писать свой великий классический труд Мадхьякамаваратара, вступая в срединный путь, и, кстати, срединный путь в этом случае не означает философское понятие срединного пути. Оно подразумевает нагарджунский исходный текст под названием «Мудрость». Итак, Чандракирти говорит: в начале своей выдающейся книги, одной из величайших книг, когда-либо написанных о пустоте, Чандракирти, мастер Чандракирти, не преклоняется перед пустотой. Как не преклоняется и перед мудростью, и перед Бодхичиттой.
Он преклоняется перед состраданием. И он говорит, что на то есть причина. И это так хорошо вписывается в Ламрим, что приверженец Ламрима перехватил этот стих для Ламрима. Так говорил Чандракирти. Вы хотите понять пустоту? Проявляйте сострадание. Тогда все были сбиты с толку. Как же так? Я думаю, что нужно медитировать на шамату випашьяну. Нет, прояви сострадание. Почему и как? Мы пройдем это сегодня. Это наша цель. Означает потому, что любовь и только любовь является семенем. Сабон во второй строке чтобы получить эти роскошные, изобильные всходы буддовости и эти семена для сияния зерновых просветления. Но это также и вода, которая осуществляется полив. У нас было вчера Тома Парсу. Я уверен, что вы помните. Токта Парсу, начало, конец и то, что между ними. Итак, Чандракирти говорит, послушайте, почему сострадание является сердцевиной нашей семерки? Почему некий Цонгкапа определил сострадание как сердцевину 7 шагов Бодхичитты? Почему он подал его сострадание как центральную тему или как сердцевину всего механизма? Он говорит, существует 3 причины Токма Пар. Сострадание необходимо в начале, сострадание необходимо в середине, и в конце необходимо сострадание. И в первых строках своей знаменитой книги о пустоте Чандракирти говорит, это как семя, как вода, и это как плод. Это как семя, как вода и как плод. Семя плодового дерева, которое вы сажаете, вода, которой вы поливаете дерево до тех пор, пока оно не даст плоды, и затем это плод, которым можно наслаждаться, когда дерево вырастет и принесет плоды. Так что у сострадания есть место. Токтапар. В начале всего этого процесса в качестве семени, в сердцевине процесса в качестве ежедневного полива, и затем в конце процесса, как наслаждение фруктами, которые выросли в вашем саду. И вообще сказано, Чандракирти говорит, вот почему я не преклоняюсь перед мудростью, я не преклоняюсь перед пустотой. В начале моей книги я преклоняюсь перед состраданием, потому что это и семя, и вода, и плод. Означает, и вы наслаждаетесь им, съев его позже. Это похоже на созревание фрукта. Дечир по этой причине я преклоняюсь перед состраданием. Замечательно. Я сейчас подумаю, что будет забавно, раз этот ламрим проходит так быстро, добавить еще кое-что. Итак, давайте посмотрим, что Цонгкапа хочет сказать об этом стихе Чандракирти. И посмотрим, какое объяснение предлагает Цонгкапа. И опять-таки я добавил эту часть. Это книга Цонгкапа «Освещение истинной мысли». И давайте прочитаем ее вместе. Потому что этот ламрим проходит слишком быстро. Мы закончим за 15-20 лет. Давайте немного притормозим. Две важных духовных цели мы преследуем с изучением этой книги Чандракирти, мастера Чандракирти. Каковы они? Мы хотим достичь этого видения Бодхисаттвы. Мы хотим достичь желания просветления. И мы хотим безраздельной мудрости. Мудрости, свободной от двух вещей. Мудрости, свободной от двух вещей. И люди называют это отсутствием дуальности или что-то в этом роде. И мне немного некомфортно от этого слова. Они думают, что это значит, когда воспринимаешь пустоту, нет тебя и нет пустоты. Никакой двойственности.
Я погружаюсь в пустоту, и нет не воспринимающего, не воспринимаемого. И люди говорят: о, это отсутствие дуальности. Отсутствие дуальности. Отсутствие дуальности означает расхождение, несоответствие. Что это значит? Это значит, есть разница между тем, как ведет себя этот парень, и тем, какой он есть на самом деле. Это есть несоответствие. Он говорит, что он преподает ламрит, и при этом он никогда не медитирует. Это несоответствие, в этом расхождении. То есть несоответствие заключается в том, что нечто выглядит так, а на самом деле все обстоит по-другому. Вот что означает дуальность, двойственность в буддизме. Несоответствие значит, они не совпадают. То, как обстоят дела, и то, как это выглядит, не совпадает. Выглядит так, как будто вы видите мужа на кухне рассерженным, потому что у него был тяжелый день на работе. А на самом деле это происходит потому, что вчера вечером вы накричали на своих детей. Несоответствие, расхождение между тем, как это выглядит, и как оно есть на самом деле. Если вы поняли это несоответствие, если осознали, что тот факт, насколько напряженной была сегодня его работа, не имеет ничего общего с его настроением, что его настроение происходит от того, как вы обращаетесь со своими детьми на прошлой неделе, вы освобождаетесь от этой дуальности. Это все. То, как это выглядит, и то, чем оно является, на самом деле не совпадает. Это называется отсутствием дуальности. Если вы это понимаете, мы называем это недуальной мудростью. Она видит уже не два разнополых явления, она видит одно. Я накричал на своих детей. Она не видит, что муж рассержен, потому что голоден или потому что еще что-то. Хотя мужья действительно сердятся, когда голодны, верно? По крайней мере, муж, о котором идет речь. Так что не забывайте, когда я говорю об отсутствии дуальности, это значит, как это выглядит и как на самом деле совпадает. Отсутствие дуальности. Теперь они соответствуют. О, он рассержен, потому что на прошлой неделе я накричала на детей. Вот теперь все соответствует. Поэтому говорит он, две великих духовных цели здесь. Бодхичитта — обрести желание стать Буддой, чтобы помочь всем существам кружиться в танце между планетами. И мудрость, которую больше не разделяет. Теперь это мудрость, которая понимает, что происходит на самом деле. Затем он сообщает нечто интересное. Это Чандракирти, прародитель всех книг о пустоте в Тибете. Чандракирти. И он говорит, корнем и того, и другого является сострадание. И они в изумлении. Как? Хорошо, я понимаю бодхичитту. Я понимаю, что сострадание может быть основой бодхичитты. Я понимаю это. Это логично. Нужно обладать состраданием, шаг номер 5 из 7 шагов, чтобы добраться до этого видения бодхисаттвы. Но как сострадание приводит нас к пониманию идей двух мужей на кухне? Вот этого я не понимаю. Но Чандракирти настаивает. В первых строках моей книги о пустоте я не буду говорить о пустоте. Я не буду говорить о причине пустоте, потому что это важнее. Что является причиной? Сострадание. Да ну. Разве низший архат не способен видеть пустоту? Это сбивает с толку, верно? Мы разберем это на сегодняшнем занятии. Мы пройдем это на нашем занятии. И я не скажу вам ответ. Я хочу, чтобы вы поразмышляли над этим. Я хочу, чтобы вы, ребята, поняли это. Это ваше домашнее задание на ближайших лет 10. Чандракирти отказывается преклониться перед мудростью. Он отказывается преклониться перед восприятием пустоты. Он говорит, нет, сострадание является причиной прямого восприятия пустоты. Так что давайте преклоняться перед ним. И, кстати, оно является также причиной бодхичитты. И, между прочим, он идет еще дальше, говоря, что сострадание обуславливает бодхичитту и восприятие пустоты. А они уже приходят к проявлению архатов и Будд. Вот как он говорит. Сострадание способствует восприятию пустоты и бодхичитты, а они, в свою очередь, формируют Будд и архатов. Вот так. Такой у него ход мысли. Сейчас я зачитаю вам из Цонкапы, и вы поймете, почему
он снимает шляпу перед состраданием и говорит, что оно формирует мудрость. Это сбивает с толку. Чандракирти хочет сказать, что из Бодхичитты непосредственное переживание пустоты и сострадания, сострадание самое важное. Оно — это корень. Цони означает, у нас это было в 3 главных путях. Основное — сострадание. Вот почему он написал этот стих. Здесь на картинке мы видим дерево разветвленными большими корнями. И я старался найти картинку, где бы корень раздваивался и переходил в дерево. Дерево — это буддовость и нирвана. 2 его корня — это восприятие пустоты и бодхичитта, а их корень — это сострадание. Замечательно. Я пытался найти такую картинку, но четно. Из того, что мне удалось найти, это оказалось наиболее близкой. Хорошо. Теперь давайте вернемся к тексту. Итак, Цонкапа прибегает к стихам, он цитирует стихотворные строки. И я перехожу к Кангичир. Можно думать о Буддах как о колосящихся нивах. Можно думать о Будде как о плодовом дереве. Пачи, какие основные виды деревьев вы посадили в Коста-Рике? Фруктовые? Кофейные деревья? Нет? Разные. Пусть будет кофейное дерево, мне почему-то хочется. Кофейное дерево или кофейный куст на самом деле? Итак, буддовость — это кофейный куст. Я так думаю. Не совсем подходит. Это больше похоже на зерновые. Скажем, на кукурузу. Первое — это необходимо, чтобы вырастить дерево. Это семя. А значит, необходимо сострадание. Барду посередине. В промежутке между первым и вторым необходимо сострадание, потому что оно как вода, которой вы поливаете семя. И в конце концов, когда плодовое дерево вырастет, люди смогут есть его плоды, мангу, во все времена. Буддовость — нела. Сейчас, как говорит Чандракирти, я преклоняюсь, приступая к этой книге, не перед восприятием пустоты и не перед бодхичиттой, а перед причиной и того, и другого, чем и является сострадание. Это первые строки книги Параматери, всех этих книг о пустоте на тибетском языке. Давайте перейдем к следующей строке, к следующему абзацу. Суть этого следующего абзаца в том, что Чандракирти говорит, любовь и только любовь является основной причиной, любовь и только любовь является основной причиной. И он имеет в виду, что да, я соотношу любовь с 3 стадиями роста фруктового дерева. Я соотношу любовь с 3 стадиями роста фруктового дерева. Но не забудьте, пожалуйста, я говорю об одной и той же любви. Семя — это любовь, вода — это любовь, плод дерева — это любовь. И то, и другое, и третье есть любовь. Простите, сострадание. Хорошо. Я перехожу к следующему абзацу. У нас здесь есть фотография дерева и несколько плодов или цветов на дереве. Да, я сделал этот снимок у себя дома несколько дней тому назад. И я посадил персиковое дерево. Я посадил 2 персиковых дерева у черной дыры. Я имею в виду кафе персиковое дерево.
Потому что у меня появилось еще одно, и я взял его домой и там посадил. Оно так хорошо подросло, и это в первый год. Обычно не бывает плодовой в первый год, но оно зацвело, все дерево зацвело в первый год. То есть это совсем маленькое деревце, но оно в цвету. И когда вы смотрите на эту фотографию, вы можете думать о цветах, как о плодах этого дерева. Дерево – это еще и вода, которой я всю зиму поливал дерево. Это и семя. Косточка персика, из которой мы вырастили дерево. Хорошо, мы переходим к токма. Абзацу, который начинается токма. Вначале важно иметь семя. Если вы хотите позаботиться обо всех живых существах, которые пребывают в страдании, как о своей маме, которые потеряли зрение, у которых помутился рассудок, и они вот-вот упадут со скалы, я вызволю всех этих живых существ из сансары. Я приведу их к просветлению. Не это ли суть Бодхичитты? Так что это просто. Вы должны хотеть освободить всех от боли. Если вы хотите достичь буддовости, чтобы помочь всем живым существам, во-первых, вы должны хотеть избавить их от неприятностей, тогда вы сможете обрести бодхичитту. Итак, прежде всего, вы должны обладать состраданием, и тогда вы сможете обрести бодхичитту. Я бы сказал, что сначала вы должны почувствовать их боль, прежде чем вы сможете избавить их от боли. Сначала нужно почувствовать, что чувствует другой человек, прежде чем появится желание спасти его. Итак, бодхичитта – это когда вы хотите их спасти, но сначала вы должны почувствовать то, что чувствуют они. Иначе вы не захотите их спасти. Вы должны представлять, каково это быть умалишенным и слепым и стоять на краю скалы, прежде чем вы попытаетесь помочь своей маме. Вы должны представить, что она чувствует. Каково это быть вашей мамой, хорошо? Но мы ждем. Не знаю, как вы, Пао и Пачи, Кристина, а я жду, как он соотнесет это с созерцанием пустоты. Я понимаю ту часть, которая связана с бодхичиттой. Давайте продолжим. Итак, если я действительно хочу помочь своей маме, я должен обладать силой, чтобы ей помочь. И для этого мне нужно стать Буддой. Так что я должен буду стать Буддой. Хорошо, это ясно. Итак, не забывайте, иногда бодхичитту называют двунаправленным состоянием ума. Каковы они? Я сосредоточен на других, и я хочу достичь буддовости. Вот что называется двунаправленным состоянием ума. А иногда бодхичитта называется двунаправленным умом. Теперь, что касается части достижения буддости, да, я хочу помочь всем. Значит, мне нужно достичь буддовости. Следующий абзац. Я обнаружил эту картинку. Это своего рода подталкивание. Здесь мы это называем, как это называется? Обратный инжиниринг. Мне доводилось бывать в Швейцарии на ювелирных выставках, и там бывало 10 тысяч человек, демонстрирующих ювелирных изделий. Невероятно, Базель, Швейцария каждый год. Люди едут туда покупать ювелирные украшения, а производители едут туда, чтобы купить ювелирные изделия других компаний и украсть их технологии. То есть, понятно? Вы едете на торговую ярмарку, аудитория собирается перед каким-то новым изделием, а вы покупаете его.
Пусть даже это на руку вашим конкурентам, вы покупаете его. Даже если это стоит 10 тысяч долларов, вы покупаете один экземпляр, и вы берете его с собой, разбираете на части, и выясняете, как он выполнен. Это называется обратный инжиниринг. И это очень-очень распространенное явление во всем, для любой продукции. Вы покупаете новейший принтер, разбираете его и выясняете, как скопировать его. Так или иначе, это называется обратный инженеринг. Итак, я хочу сказать, давайте начнем с просветления и вернемся к бодхичитте и восприятию пустоты, а потом проработаем в обратном порядке к состраданию. Хорошо? Ты не можешь. Теперь о пустоте. $100 тому, кто расскажет мне об этом первым. Готовы? Кстати, я предлагаю это не каждому у себя дома. Я предлагаю это тем, кто здесь. $100. Вот фраза, в которой Цонгкапа дает объяснение по этому вопросу, но не очевидно. Слушай, ты ведь дал обещание, верно? Какое? Я собираюсь достичь просветления ради всех моих матерей. Ну вот, для этого придется практиковать совершенство. Следовательно, пустоту. Поехали, $100. Ну же, скажите что-нибудь. Понимание пустоты. Я говорю еще раз. Он говорит, чтобы обрести желание бодхичитты, нужно стать Буддой. Чтобы стать Буддой, нужно следовать 6 совершенствам. Вот почему я говорю, что пустота лежит в основе всего. В связи с совершенством. Один чувствует то, что чувствует другой. Нет. Потому что вы... Так, $50 за ответ. О шестом совершенстве говорят, что оно является результатом. Извините, о первых 5 совершенствах говорят, что они являются результатом 6 совершенства. Практика даяния, например. Является совершенством только если вы делаете это из понимания пустоты. Ура! Итак, $20 за ответ. Да, $20 за ответ. Разве это не круто? И он говорит, о, тайна раскрыта. Какая тайна? Предположительно, сострадание – основа для видения пустоты? Да. Почему? Сострадание хочет стать Буддой. Хорошо. Это значит, что сострадание хочет практиковать 6 совершенств. Отлично. Но совершенство не совершенство, если только вы не практикуете его, воспринимая пустоты, восприятие пустоты. Так или иначе, сострадание ведет к восприятию пустоты, потому что сострадание приводит к намерению тренировать понимание пустоты, и значит, вы можете стать Буддой. Понятно? Ура! И да, тайна раскрыта. Мы можем отпустить остальную часть этого предложения. Давайте перейдем к последней строке, последний здесь стих, и он возвращается к Арья Нагарджуне, его произведение «Нити драгоценности». Мы возвращаемся к нити изысканных драгоценностей Арья Нагарджуна. И это последний стих на этом занятии. Арья Нагарджуна обращается к той же идее в своем ожерелье из драгоценных камней, когда он говорит: он говорит, ребята, если у вас вообще есть голова на плечах, это похоже на Нагарджуна, последняя строка Сэмью. Если у вас вообще есть мозги, вы должны изучать Махаяну, вы должны идти прямо к движителю сострадания. Что это такое? О, он включает в себя сострадание и мудрость. Он включает в себя сострадание и мудрость. Махаяна – это мудрость, повенчанная состраданием.
Это все. И если вы думаете, что это глупая идея, у вас нет мозгов. Означает, если ты считаешь, что это глупая идея, сочетать мудрость с состраданием, чтобы достичь буддовости бодхичитты, боюсь, у тебя вообще нет головы. Замечательно, мы закончили занятие. Молодцы, ребята, хорошая работа с точки зрения технического и звукового обеспечения. Спасибо и увидимся на следующем занятии. Ура!